Здравствуйте! У меня в мастерской очередные обновки, так что давайте посмотрим и распакуем. Посмотрим, что пришло полезного. Давайте начнем с самой большой посылки. Я, конечно, догадываюсь, что это по форме. Это транспортир. Один из, наверное, самых недорогих, которые я нашел на Али. Но мне нужна будет точность приблизительная. И я думаю, что он с этим справится. Работает все просто. Дело в том, что я планирую поменять подоконник у себя на балконе. И там как раз нужно будет задавать угол. Я думаю, этого транспортира вполне себе достаточно будет для этих задач. Я думаю, что плюс-минус 1 градус вполне ему можно будет простить. Это фреза. Она, конечно, меньше, чем я ожидал, на самом деле. Так, я распакую. Это пазовая фреза. Я подумал, что при изготовлении некоторых станков мне понадобится такая штука, чтобы сэкономить немного на направляющих. Этой фрезой делается паз, и в нее вставляется болт, и уже потом зажимается. Я сейчас покажу подробнее, как это все делается. Не факт даже, что у меня болт такой найдется, чтобы сразу проверить. Но сегодня же я его куплю. Куплю такие болты и посмотрю, насколько у меня получилось, насколько у меня вообще получится сэкономить на направляющих. Я думаю, что это временное, конечно, решение, временное, потому что алюминий, он гораздо прочнее, чем дерево, в котором это все вытачивается. Я думаю, в определенных ситуациях эта фреза очень сильно выручит. Давайте к следующей. Это блок питания к моему свету. Раньше все, конечно, было на светодиодных лампах, но так как я занимаюсь и фото, и видеосъемкой, у меня достаточно оборудования накопилось. Но вот одна панель светодиодная, она у меня давно лежала без дела. И я решил как раз ее пристроить в мастерскую, чтобы картинка была поярче, свет был правильней и цвета правильно передавалось. Когда-то купил 2 светильника, блок питания купил всего лишь 1. А второй светильник у меня работал от аккумуляторов. Аккумулятор дело такое, это все заканчивается, садится, и в мастерской иногда процесс длится достаточно долго, так что никаких аккумуляторов не напасешься. Лучше использовать блок питания. Как-то меня уже спрашивали, каким оборудованием я пользуюсь для съемки. Если вопросов будет побольше, то, возможно, сниму отдельное видео, расскажу, как я снимаю, чем я снимаю, какими объективами пользуюсь, какой камерой. Так что пишите в комментариях, соберу вопросы, возможно, даже проведу прямую трансляцию. На сегодня последняя посылка. Это диск для болгарки под дерево. Давно о нем мечтал. Мне надо будет себя попробовать вытачивать из болгаркой из дерева. Как-то на одной ярмарке вдохновился интересными разделочными досками, тарелками, блюдами из дуба. Мне разговаривали с мастером, мне мастер сказал, что вытачивает именно вот такими дисками. Али они недорогие, но очень эффективные, и, в общем, я решил попробовать. Говорят, что очень тяжело его износить, он достаточно долго служит. У меня есть подозрение, что будет биение у болгарки, и долго работать ей будет проблематично. Но вообще в планах заказать виброручку
Нашел одну примерно за 1100, что ли, на Али. Вот. Если кто-то знает способ дешевле или магазин, где хорошие ручки продаются дешевле, то подскажите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень признателен. На сегодня это все посылки, которые я хотел показать. Все ссылки на этот товар будут в описании, так что можете пользоваться. Спасибо за внимание, надеюсь, был вам полезен. Подписывайтесь на канал. Пока.